Всем привет! На ремонт нам привезли 3 редуктора транспортными компаниями из разных городов. Первый редуктор Yamaha 40, второй Yamaha 40 и Yamaha 30. На Yamaha 30 был потерян грибной вал. Здесь жалоба на биение грибного вала и также просят дефектовку редуктора. Здесь тоже дефектовка редуктора и восстановление килевой части. Будем заниматься каждым по очереди. Раньше Yamaha использовала зеленый грунт в своих моторах. Затем они перешли на другой цвет, который используют по сей день. Цвет базовой краски. Открутили нижний масляный винт, и здесь такой ежик. Разобрали сначала водяную помпу, никаких проблем нет. На винте видно следы удара. Это тот редуктор, который с покоцанным килем. Но при этом грибной вал не пострадал. Сняли шайбу грибного винта с грибного вала и увидели здесь сальник грибного вала, который был установлен наоборот, то есть пружиной вовнутрь, хотя должен быть пружиной наружу. И этот сальник, видно, что затерт шайбой во время работы редуктора. Это уже кто-то сальник заменил. Yamaha так установить сальник не могла. Ну и вот результат. Разобрали полностью редуктор. Шестерни все в отличном состоянии. Грибной вал не имеет биения, выходящее за пределы допустимого. Оба сальника грибного вала стояли пружинами вовнутрь. То есть сальники менялись. Все подшипники были помыты, и при внимательном рассмотрении выяснили, что они замены не требуют, кроме подшипника заднего хода. Он подкусывает. Его нужно заменить. Все, теперь мы будем заниматься восстановлением килевой части. А пока идет процесс восстановления, мы будем разбирать следующий редуктор. Разобрали второй редуктор Yamaha 40. Здесь все нормально, все живое, шестерни, подшипники. Ничего не требуется менять, кроме сальников. И требуется правка грибного вала. По корпусу требуется заварить эти отверстия. Была приварена пластина, был отломан киль, и нашли такую пластину с отверстиями. Это нужно заварить и подкрасить. Больше ничего не требуется. И осталось разобрать редуктор с мотора Yamaha 30, которому досталось больше всех. Вертикальный вал был укорочен, видно место сварки, то есть вал был отпилен и сварен. Также была укорочена тяга переключения передач. То есть, видимо, был серьезный удар, но вертикальный вал, как видите, остался цел.
Проблема в том, что не получается открутить гайку вертикального вала. Ее срезало и замяло. Ключом ее уже не открутить. Пробовали стучать, но она не поддается. Корпуса от 40-ок готовы, можно собирать. А вот с Yamaha E30 не повезло. Из-за того, что мы не можем выкрутить гайку, редуктор не разбирается. Да еще к тому же на корпусе присутствует трещина. Вот эта трещина, которая образовалась в результате этой аварии. Хотели просто разобрать редуктор для дефектовки, но так как мы его разобрать не можем, то в данном случае дешевле или целесообразнее просто приобрести редуктор в сборе, так как в этом месте мы варить не хотим, это будет без гарантии и вообще особо смысла нет. Владельцу придется искать редуктор в сборе. Вот все, что осталось от гребного вала. Остальная часть была утеряна вместе с гребным винтом. Приступаем к правке гребного вала. Смотрим, какое биение. Мы стараемся добиваться биения не более 1-2 соток. У каждого свои способы правки гребного вала. Кто-то это делает даже без разборки редуктора. Но так делать не рекомендуется. Готово. Теперь можно собирать редуктор. Вал поправили. Собираем сначала редуктор, у которого мы заваривали отверстие. Кстати, пришлось подварить также и основание киля, так как там была трещина. Это киль уже вареный. Попросили тоже подкрасить его. И кроме этого больше ничего. То есть его геометрия остается такая. Собираем редуктор с заменой сальников. Гребной вал мы уже выправили. И также будем менять эту прокладку, потому что она порвалась при разборке. Собрали редуктор, дали давление. Давление держит. Покрутили валы. Все работает. Переключаем передачи. Давление не падает. Первый редуктор из нового Уренгоя готов. Теперь мы собираем редуктор из Екатеринбурга. Редуктор собран, проверен, давление держит.
Редуктора готовы. Мы их запаковываем и отправляем. Для владельца из Железногорска, у которого пострадал редуктор и восстановлению не подлежит, мы ждем редуктор в сборе из Петрозаводска для того, чтобы ему укоротить вал. Получили редуктор с Петрозаводска. Сейчас будем его распаковывать, разбирать. Редуктор оказался синего цвета, старого образца. И первое, что смутило, это отверстие, которое не предусмотрено инженерами Yamaha. И в это отверстие вкручен болт с гайкой. Для чего это было сделано, пока не ясно. В редукторе на пиньоне присутствует скол. Также скол присутствует и на шестерне заднего хода. Гребной вал без коррозии, то есть в том месте, где работает подшипник, там все отлично. Подшипник заднего хода нужно будет заменить. Разбираем дальше. Редуктор полностью разобрали. Вертикальный вал тоже в отличном состоянии. Но вот непонятно по поводу этого отверстия. Со стороны всегда виднее. Напишите предположение, для чего это было сделано. Либо оставим так, либо заварим. Чтобы при сварке у нас не повело посадочное место под игольчатый подшипник, мы установим бэушный подшипник на время. Заварили редуктор, также подварили немного киль. И теперь осталось собрать один редуктор из двух. Меняем сальники, подшипники. Укоротили тягу переключения передач. Укоротили вертикальный вал. В нашем случае на 90 миллиметров. И все. Собираем, проверяем. Пиньон мы устанавливаем новый, а шестерню заднего хода мы устанавливаем с того редуктора, который не смогли разобрать. Давление держит, значит редуктор готов. И мы можем отправлять его обратно в Железногорск. Мы провели модернизацию нашего станка для редуктора, для того, чтобы как можно меньше портить лакокрасочное покрытие при разборке. А в том случае, если нам понадобится сильно нагреть редуктор, для того, чтобы его разобрать, эти резиновые шланги отсюда снимаются. На этом все. Последний, третий редуктор отправляется к своему владельцу. Всем пока!